Доброго времени суток. Сегодня, на мой взгляд, я нашел достаточно интересную партию. Спецэффектов каких-то не будет, но очень интересные будут вторжения в этой партии, которые в конце концов принесли победу, и неожиданный ход будет, который, мне кажется, вот как раз-то выравнивал игру за черных. Давайте в аннотации я укажу фамилии игроков. Потому что, сложно мне, честно говоря, сказать, чтобы, не обидеть людей, чтобы не ошибиться как-то там все-таки с голландского. Поэтому в аннотации будет. А так, покуда, давайте смотреть партию. Вот видите, так белые достаточно агрессивно начинают. Все стандартно. И вот момент интересный, наступил интересный момент. 10, и вот вторгаются белые. Вот видите, не знаю, кто бы вторгся, но вот вторгаются и, кстати, очень интересную позицию получают. То есть уже где-то пробивается, хотят, возможно, на 32-28 перебиться, то есть зафиксировать как-то вот эту группировку. 32, вот видите, таким вот неожиданным образом. Почему я говорю, что партии очень интересно, нестандартно играли, нестандартно строились два. И вот настал момент, вроде бы все стандартно, то есть черные подходят, то есть хотят поиграть на эту шашку, белые покуда подводят, нет возможности, то есть у них сыграть на эту шашку. Надо, конечно, еще где-то всегда смотреть вот эти вот ходы, то есть ответные у черных. Не знаю, может посмотреть вот. Вот да, тоже бы, кстати, интересная позиция была бы. Я думаю, что можно было в ответ вторгнуться. Достаточно интересная, такая она обоюдная была бы позиция. И следующий момент, вот 5-10, вроде бы такой момент, вроде бы хотят разменяться, и причем назад, но если назад меняться, получается под игрой вот эта шашка. И я не думаю, что это лучшие варианты. Но еще следующий момент, что заставляют все-таки как-то ходить. Вот, допустим, 39, уже 12-17. Видите, игра очень интересная будет. То есть, имеется в виду, здесь уже нам не интересно, точнее сказать, здесь комбинация будет, видите. То есть, 39 нельзя. Куда сыграть? Сюда сыграть уже, получается, видите, вот эта стрела стоит. То есть даже можно сыграть 3, потом поменяться. Не знаю, давайте, допустим, так. И поменялся на 17. И это уже такая интересная игра, видите. Обоюдные слабости. И вот. Я думаю, что на это надо было позицию черным идти. Потому что здесь вот я долго что-то смотрел позицию. И получается, что вот эта вот группировка у черных достаточно плохая. Вот как ни ходи, возможно, что где-то какие-то резкие решения были. Если кто-то укажет в комментариях, я буду признателен. Потому что позиция, вот мне кажется, хотя вроде бы не должно ничего быть, но позиция сложновата. Как-то для черных уже становится сложноватой. Видите, группировка не играет это. Вот получилось. На 16 тоже, конечно, не факт. Не факт, что на 16 надо было играть. Может, вот эту позицию надо было играть. Но опять, эта позиция вот играть, как играть, если вот эта вот группировка слишком загромождена. То есть понятно, что сюда, потом один из вариантов 41, потом 36-ю вывели и так далее, и опять нагрузились на фланг на этот. Давайте дальше смотреть. 18-23. Но если 18, то здесь зафиксируем опять сюда и опять 37-31. Либо какие-то еще там решения есть. Так или иначе, 2 хода и смотреть дальше, что там будет. Тут пробиваем. Тут, даже вот местами этот есть вариант. Но надо смотреть от позиции, отталкиваться.
приблизительно такие могут быть варианты. В партии было вот так вот. Если, допустим, 12-18, но опять, видите, 12-18, ну вот не просится для меня, но с точки зрения вот как-то белых придержать, давайте вот посмотрим моменты. Тут, конечно, непросто. Почему? Потому что если как-то, допустим, сюда, сюда и сюда, то ну, где-то подстроится 4 и будет меняться здесь. То есть непросто. Где-то надо будет белым, понятно, что вот здесь 28, 22, ну и так далее, где-то вторгаться вот таким образом и фиксировать вот эту группировку, то есть не сильно давая развиться. Ну вот есть еще следующий момент, смотрите. Вот, начинаем мы вот таким образом, вот этот один из планов. Допустим, 8, 12, 36, и уже здесь 7, 11 нельзя. Вот. Ну вот такие вот планы есть. Допустим, здесь дальше 7, 36, и вот здесь опять 28, 22. То есть фиксирую вот это вот каким-то образом группировку, то есть делаю ее нехорошей. Вот так вот было в партии на 31, 4, 9. И вот здесь, как вы уже догадались, наверное, будет ход 28-22. То есть опять фиксируем вот эту группировку, и эти шашки начинают работать на этом фланге. То есть начинаем терроризировать этот фланг. Тут планы, скорее всего, будут не скорее всего, а будут зависеть от того, как ответят черные, то есть можно же так, вот они пошли в партии 24-29, тогда вот просто эту шашку ведем сюда. 26, вот на 10. Ну вот здесь эти голландцы, вот, пусть они на меня не обижаются, но вот молодежь чуть-чуть по-другому, конечно, уже играет. Молодежь, то есть, ну, играет хорошо, очень классно играет, конечно, молодежь. Но вот старшее поколение, у них есть форпост, вот им обязательно надо поменять его. То есть, чтобы как-то, возможно, что упрощают, да, возможно, что они, кстати, правы, вот из моей теории, что надо играть на одну какую-то слабость. То есть, они правы, наверное. 40-34, ну, вот, конечно, я бы, может, вот, я бы еще вытянул, то есть, у меня привычка вытянуть ходы, вот, допустим, такая позиция, 27-22, ну, тоже вот, супер позиция, конечно, у черных, то есть, 12-18 нельзя, потому что так, ну, вот, ходы какие-то надо что-то делать, видите, тут и не двинешься за черных, непонятно вообще, что делать, в принципе. Ну, вот, давайте посмотрим, тоже позиция, конечно, хорошая, но вот эта вот привычка меняться, я еще когда играл, тоже с голландцем, вот за клубы, я помню, еще это 2000-е начало там, тоже менялись постоянно, то есть форпост поставишь куда-то, менялись постоянно. У меня чуть-чуть как-то это, ну, обескураживало, почему? Потому что у нас чуть вот все-таки советская школа, чуть-чуть другая была. Ну, то есть я уже говорю, откуда вот эти все веяния и шли у них. Но вот сейчас уже молодежь по-другому играет. Ну вот дальше давайте посмотрим. Просто, ну, хорошая партия, очень хорошо провели. Белая. То есть, смотря на то, что ну, поменяться, они получили хорошую позицию, в принципе, тут я ни в коем случае не критикую, то есть, ну, вот у них такое есть, что вот поменять форпост, вот, ну, на 17, видите, я даже вот не вижу что-то супер, честно говоря. Может, единственное, что вот 9-14 здесь был ход, да, интересный, то есть, поменяться, покуда не поменяешься. И да, вот, кстати, интересный ход. 9-14, может, они пропустили. То есть, вот этот вот. Да, кстати, момент этот, наверное, пропустили. На 17. Да, кстати, наверное, он пропустил. Да, вот этот вот ход, почему не 9-14? Странно даже.
Да, 9-14, вот. Пропустил он что-то. 9-14 был, значит, где-то вот, наверное, на 17 не стоило ходить. То есть надо было на 28 здесь ходить. Видите, хорошо проведенная партия, но вот я даже в предварительном анализе тоже не обратил внимания как-то, потому что быстро анализируешь все. Ну вот, надо было 33-28, просто очень хорошая позиция, потому что фиксируется практически вот эта группировка, должна быть выиграна. Должна быть выиграна. Но вот 21-17, конечно, под вопросом, почему он не пошел, то есть, почему он не пошел 9-14, то есть выждал бы и вот практически надо белым отдавать шашку. Да, вот он мог практически проиграть, видите. Хорошая партия, но вот он на мелочи мог, можно сказать, вот на этой мелочи он мог и споткнуться. То есть он мог вообще практически проиграть. Ну, позиция очень плохая. Не буду конкретику. Вот 12-17. И вот он провел удар этот, видите. Симпатичный удар. Молодец, вот рассчитал, да. Так, давайте посмотрим здесь, может я ошибаюсь. Так, вот 9-14, видите, надо было перекрывать вот этот удар. Да, вот видите, 9-14 и вот этого удара нету. На 17, то есть нет удара, потому что 2 бьет, получается. Видите, а здесь 7-12. И вот он удар, возможно, что не заметил для черные. Вот такая вот позиция. Удар и выиграли после удара. Ну, хорошая, тем не менее, несмотря на то, что вот он, конечно, этот ход очень плохой сделал. То есть рассчитывал, видно, вот на вот эти вот идеи, да, не смотрел он 9-14 абсолютно. Но партия очень хорошая и такая, можно сказать, поучительная достаточно. Итак, до новых встреч.